Приветствую, друзья! Денацификация на поле боя продолжается, и вот очередной британский наемник поедет в Туманный Альбион в гробу. И подобных персонажей очень и очень много, потому что сейчас, очевидно, на поле боя со стороны натовской частной военной компании ВСУ воюют целые подразделения заграничных наемников, и можно заметить, вот, например, испаноязычные наемники, и уже их в натовских частной военной компании выделяют в отдельные подразделения, чтобы им проще было вести коммуникацию на одной языковой группе. И таким образом сейчас вот формируют подразделения против русской армии. Ну и, естественно, с логичным итогом, потому что, конечно же, их продолжают методично ликвидировать в промышленных масштабах. Ведь абсолютно плевать, какой они национальности, если они воюют за натовскую частную военную компанию и за блок НАТО в целом, то, естественно, у них участь предопределена на поле боя, и, собственно, эти процессы можно регулярно наблюдать на различных видео. Также, естественно, натовские наемники вынуждены признавать, что они все-таки покидают очень много позиций и бегут, потому что альтернатива только смерть, и сейчас на своих картах они вынуждены публиковать, что действительно они очень и очень системно отступают. Конечно, карты эти обычно идут с запозданием от реальности в 5, в 10, а то и в 12 дней, но тем не менее все-таки постепенно с суровой реальностью соглашаются даже в натовском генштабе. На данных кадрах можно заметить, насколько интенсивно идут бои и насколько жестко сейчас русская армия натренировалась выковыривать натовских наемников с очень серьезно укрепленных различных окопов, блиндажей и так далее. И на кадрах это можно наблюдать. Ну и, естественно, дроны на оптоволокне регулярно сжигают натовскую бронетехнику, и не только. Ну и, собственно, конечно же, эта тенденция сейчас идет на фронте массово. Такая же история и с различными надводными натовскими дронами, которые обычно запускаются с Одесской, с Николаевской области. Ну и, естественно, их выслеживают, и эти надводные дроны уже нашими российскими дронами уничтожают. И на кадрах можно заметить, как этот процесс происходит. ВКС РФ параллельно с этим продолжает наращивать темп ударов по натовской инфраструктуре, и можно заметить, как вот очередной военный завод в Одессе уничтожен благодаря дронам Камикадзе Герань-2. И в принципе сейчас в отношении вот количества дронов Камикадзе Герань возмущаются даже уже и немецкие генералы, потому что они, естественно, также планируют боевые действия на поле боя. И сейчас вот уже аж генерал-майор Бундестага, вернее Бундесвера, сейчас уже возмущается, что очень скоро русская армия может нарастить темп ударов до 2000. Поэтому с точки зрения немецкого генерала нужно срочно дальнобойное оружие, и этим дальнобойным оружием стараться бить по российским военным аэродромам и пунктам запуска Герани. И вот подобного вот рода инициативы уже официально декларируют аж немецкий генерал. И, конечно же, этот персонаж напрямую причастен к поставкам вооружений натовской частной военной компании ВСУ. Как несложно догадаться, у этого немецкого генерала дедушка служил верой и правдой Гитлеру. И сейчас, конечно же, в высших эшелонах власти в Германии, да и не только, и в Британии, и в Бельгии, и во многих других странах сейчас вот в управленцы высшие, там различных премьер-министры, президенты, ну и, конечно же, генералитеты, в руководство разведслужб ставят конкретно вот потомственных нацистов, потому что сейчас этот тренд очень активно в Евросоюзе продвигает, судя по всему, вот такая центральная финансово-промышленная группа от англосаксов, и это уже явная тенденция. Однако администрирует прокси-войну против России, конечно же, британцы, и конкретно уже с британской колонии Австралия отправили очередную партию Абрамсов в количестве под 60 единиц. И прошлую партию Абрамсов уже, можно сказать, уничтожили, потому что там уже пару танков только осталось в натовской ЧВК ВСУ, и те особо не заводятся, потому что их вывели из строя партизаны, как нам сообщают с мест. Ну и поэтому сейчас вот уже завезли 60 новых танков Абрамс в Австралии для того, чтобы также натовская частная военная компания ВСУ имела возможность хоть как-то контратаковать. И таким образом мы видим, что никто не думает каким-то образом останавливаться, потому что поставки боевой техники в натовскую частную военную компанию ВСУ идут в полном объеме и с соблюдением сроков. При этом тактика британская предполагает также регулярные удары и по мирным жителям. И не случайно вчера, вот, например, целый Хаймерс запустили по Киевскому району Донецка. И вот
Хаймерс там причинил различные разрушения и так далее, несколько людей ранены, и с военной точки зрения это полный абсурд, но тем не менее это официальная, можно сказать, британская военная доктрина, когда бить по мирным жителям, это, можно сказать, военная необходимость с точки зрения британского генштаба. Именно поэтому сейчас мы видели такие массированные атаки дронов камикадзе натовских на различные регионы России, и в том числе Москву и Московскую область, и в Зеленограде также прилетало различными дронами, там пытались бить по жилым домам, в некоторые даже удалось попасть, ну и собственно на кадрах можно заметить, как это было. Каких-то серьезных последствий атаки натовских дронов камикадзе не было, единственное, что в Зеленограде обломки сбитого дрона упали на несколько автомобилей, которые выгорели, ну и собственно, на этом все. Также, естественно, эта атака имела цель все-таки остановки авиаузла московского, потому что это 3 очень больших аэропорта, и, естественно, сотни рейсов пришлось задержать и отменить на время, и это, конечно, вызвало различные неудобства среди пассажиров, которые планировали свои поездки. На этом фоне приходит крайне интересное видео испытаний с Соединенных Штатов. Там конкретно ракету Гидра, которая аналог нашего Нурса, то есть неуправляемая авиационная ракета, сейчас эту ракету адаптируют под ракету ПВО или ракету системы воздух-воздух. И уже с беспилотника конкретно данной ракетой в экспериментальных целях поражают другой беспилотник, что действительно наводит на мысль, что сейчас массово эти ракеты будут пытаться перевести в формат ракет ПВО средней дальности или малой дальности. Для русской армии это очень суровый звоночек в отношении того, что данные ракеты, конечно же, будут стараться переделать под ракеты ПВО, которыми можно сбивать дроны камикадзе Герань. И с учетом того, что во времена Холодной войны противостояние Советского Союза и США подобного рода неуправляемых ракет для вертолетов и самолетов сделали очень и очень большое количество, и на складах американских их просто очень и очень много. И сейчас, если эти головки наведения на данные ракеты будут производить в достаточных количествах, то по факту натовская ЧВК ВСУ очень скоро может получить массовую ракету ПВО ближнего радиуса действия, что действительно очень серьезно может усложнить работу дронов камикадзе Герань-2. А с учетом того, что у нашей системы ПВО такая же проблема, и очень дорогостоящие ракеты ПВО от Панциря и других систем нужно использовать для уничтожения натовских дронов, то также нужно обратить внимание, что у нас подобного рода ракет, типа американские Гидры, также на складах вооружений просто гигантское количество, потому что Нурсов также Советский Союз выпускал в промышленных масштабах, и сейчас, конечно же, их используют для того, чтобы наносить удары, как такая мини-РСЗО, когда вертолет или штурмовик прилетает, из кабрирования их выпускает, но это история достаточно сомнительная с точки зрения эффективности, а если адаптировать данные Нурсы под ракеты ПВО, то это, очевидно, будет история на будущее, потому что, конечно же, натовские дроны каждый день атакуют территорию Российской Федерации, и если адаптировать Нурсы как дешевое средство ПВО, это очень и очень логичный путь, каким образом можно развивать эту систему. Конечно, не стоит недооценивать наши FPV-дроны, которые сейчас с точки зрения тактической ПВО показывают себя просто прекрасно, но тем не менее, я думаю, что эти два направления развития, переделывания наших Нурсов и доработка FPV-дронов для уничтожения малоразмерных целей, различных натовских дронов камикадзе, это те два пути, по которым нужно идти нашим инженерам. И я думаю, что эти работы, конечно же, ведутся. А на международной арене мы уже видим, что господин Алиев решил в открытую пойти против России и обозначил, что недорейху Зеленского нужно обязательно вернуть свою территорию, потому что, судя по версии Алиева, американским корпорациям негоже просто так забывать за свою частную собственность, в которую они давным-давно записали территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. И по факту Алиев таким образом выступил на стороне западных стран и обозначил, что с точки зрения сохранения украинской государственности для натовских стран это просто крайний приоритет, чтобы обязательно военным путем либо гибридным путем забрать у России новые регионы. И, собственно, конечно, такая позиция предполагает, что Алиев, он, по сути, вместе с натовскими странами идет в логике того,
того, что Украины как независимого государства быть априори, конечно же, не должно, а должна быть полноценная американская колония, где вся частная собственность на землю и на недра принадлежит, конечно же, западным корпорациям. Ну, а народ, чтобы он не выскочил никуда из этой кобылы, ему уже повесили 500 миллиардов долгов ярма на шею. И, конечно же, это также невозможная история их просто отдать. Поэтому сейчас мы видим, что Алиев работает четко в векторе Ми-6 и ЦРУ. И не случайно Алиев уже заикается о том, что Азербайджан подаст международные суды на Россию за трагедию над Чечней, когда там самолет упал по ряду причин. И, очевидно, подобного рода риторика, она четко свидетельствует о том, что Азербайджан занял такую жесткую конфронтационную позицию в отношении России. И, естественно, последствия подобной политики будут, и они не заставят себя долго ждать. Ну а западная пресса на этом фоне возмущается тем, что вроде как и ввели 18-й пакет санкций. Получается, что все-таки Россия продолжает продавать нефть и газ без каких-либо ограничений. И это очень печалит различных европейских чиновников. Ведь им, судя по всему, зарплату граждане Евросоюза платят за то, чтобы они занимались придумыванием антироссийских санкций. А когда они их постоянно придумывают, а они не работают, то это, конечно, вызывает у них депрессию и возмущение. И по этому поводу они не знают, что делать, потому что эти все российские танкеры просто везут энергоносители в Индию, в Китай. Естественно, там экономики начнут развиваться гораздо быстрее. Ну а экономика Евросоюза, естественно, сейчас падает. Параллельно с этим в Сирии продолжается бойня. И там новые сирийские власти направили своих боевиков-террористов для того, чтобы они точно так же, как ликвидировали алавитов, шиитов и христиан, точно так же занимались теперь ликвидацией друзов, которые живут рядом с границей Израиля. И таким образом, получается, в Сувейде проходит уже который день просто резня. И сейчас очевидно, что эта новая сирийская власть — это самые настоящие террористы, и методы у них исключительно такие. При этом вроде как и Израиль с новой сирийской властью, конечно же, договорились, но тем не менее до конца еще контролировать боевиков-террористов новая сирийская власть не научилась, и поэтому там продолжается резня. И, естественно, местные племена в этом всем принимают непосредственное участие. Видео оттуда я сейчас здесь не буду публиковать, потому что там они просто ужасающие. Опубликовал я часть этих видео у себя в телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Но в недрехе Зеленского сейчас переобувание в воздухе самого недофюрера, который, если раньше рассказывал, что он никогда не будет договариваться с Владимиром Владимировичем Путиным, сейчас уже просто, требует, чтобы обязательно встретился с ним Владимир Владимирович и, поговорил о мире. Но очевидно, что эта вся история в пользу бедных, потому что сейчас, очевидно, для того, чтобы такая встреча прошла, нужно, чтобы гарантом выполнения ряда договоренностей были Соединенные Штаты Америки. И эти договоренности уже были заранее согласованы, и тогда имеет смысл встречаться и финализировать это соглашение. Но сейчас мы видим, что эта вся работа даже не ведется, и поэтому объективно никакой встречи Зеленского и Путина быть не может априори, потому что очевидно, что встреча должна быть конструктивная и с определенного рода гарантами и сроками. Ну, а этого пока, очевидно, нет. При этом в Недрехе продолжается ловля людей максимально в жесткой форме, и банды ТЦКшников и полицаев в этом деле, конечно же, свирепствуют, и ни о каких правах человека там речь не идет, а просто людей, как бесправных животных, закидывают бусики. И, правда, бывают и случаи, когда все-таки граждане бывшей Украины там дают отпор. И вот персонаж выбежал на банду ТЦКшников с лопатой, и это все-таки удивило этих пособников натовских оккупантов, и они, с учетом того, что все-таки аргумент лопата, они вынуждены были бежать. Ну и даже мордочку одному из ТЦКшников лопатой удалось повредить этому человеку, и очевидно, подобного рода отпор — это действительно действенная история, можно сказать, инструкция, как действовать себя с бандами ТЦКшников и полицаев. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции в описании. До скорого.